Друзья мои, приветствую! Алексей Азаров. Сегодня очень радостная новость. 6 января вышла книга нашего друга, писательницы Светланы. Сейчас вы с ней познакомитесь. И я бы хотел представить данную книгу, потому что очень удивительная история человека и собаки. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что зашли. Скажите, пожалуйста, о чем ваша книга? Книга – это небольшая история о отношении между человеком и собакой. Настолько она фантастическая, необычная, что вот я захотела написать об этом и поделиться с ней. Как можно больше людей, чтобы узнали об этой истории. Эта история, но она основана на реальных событиях, которые мне рассказали мои друзья-итальянцы. Поэтому я вот решилась на написание такого рассказа. Скажите, пожалуйста, а какие были сложности, может быть, какие-то проблемы создания, не знаю, итальянской книги и на итальянском языке? Какие-то, может быть, были сложности? Расскажите. Ну, это было действительно сложно, потому что я, когда написала эту книгу, я писала на русском языке, и это, конечно, было проще. Но потом я поняла по содержанию книги, там, так как это итальянская семья и проходит события именно непосредственно в городе Сан-Ремо, я поняла, что это рассказ он больше для итальянской публики, его надо перевести на итальянский язык. Это было очень сложно, потому что я 25 лет живу в Италии, я знаю итальянский язык, но писать и грамматически, конечно, это большой труд, ребята. Ну ничего, я справилась, надеюсь, все получилось. Это просто нереально. Я 12 лет здесь и до сих пор пишу неграмотно на итальянском языке. Написать книгу – это целый труд. И я вас поздравляю от души. Хотел бы еще один вопрос заказать. Ой. Режем. Хотел бы еще один вам вопрос задать. А вы заранее, как у тебя уже была практика создания книг? Ну да. Публикации. Да, я хочу сказать, что я вообще никогда не думала, что я вот буду писать книги. Но так как я люблю путешествовать, первая моя книга была о путешествиях. И она была издана в Киеве, была издана 3 рассказа, там в нем входит про Амстердам, про Сицилию, конечно, любимую Италию не могла обойти стороной, и Новую Гвинею. Вот. Но вот этот рассказ, это совершенно уже другая тема. И как бы это моя первая такая вот вход в литературу уже более сознательный. Поэтому для меня это новое. И я очень рада, что, конечно, я выпустила и решилась выпустить эту книгу, как хватило у меня смелости. Но это, конечно, благодаря людям, которые меня окружают, которые читали, которые сказали, что надо публиковать, что история действительно фантастическая. Скажите, ну, например, мне и, может быть, нашим зрителям и любому другому человеку будет интересна эта история, прочитать ее на русском языке, потому что не все понимают, как мы с вами итальянский. Может быть, вы ее на русском еще выпустите? Да, конечно, я об этом думала, потому что у меня есть уже отредактированная версия, но пока с редакционной компанией, которая сейчас подписала контракт, мы это не обговорили еще. Но я думаю, что у меня есть вариант русского перевода, то есть русскоязычный вариант, и поэтому я даже могу просто отослать по имейлу даже мою версию русской версии, не книги, а именно вот такую русскую версию. Но я хочу поговорить с редакционной компанией, чтобы сделать еще на русском языке, конечно, потому что у меня очень много друзей в России, в Украине, и, конечно же, я хотела бы, чтобы как можно больше людей пришли. Я вас от души сердечно поздравляю, Светлана. Желаю вам миллионных продаж. Вот. И на этом не останавливайтесь. Пишите, творите и радуйте нас. Спасибо вам большое. И вам спасибо, что вы меня поддержали и помогли мне, уделили внимание моему новому, так сказать, детищу. Ну так с вас по-любому брешь и кофе. Пойдемте попьем. Все, друзья мои, пока.